После всепоглощающего опыта отношений с манипулятором каждая получает на шею тяжеленную медаль с вопросом: почему он выбрал меня? Такая мысль является верным признаком выздоровления и освобождения, потому что когда ты избавляешься от зависимости, наступает момент поиска понимания, что к ней привело. Ответ на этот вопрос важен, потому что без ответа на него можно ненароком получить еще вторую медаль, а потом и третью. Можно вообще стать чемпионкой мира по бегу по граблям. Собственно, для того, чтобы грабли, как аллегория, навсегда исчезли из твоей жизни, были написаны мои романы. Начнем с первого вопроса. Почему он выбрал меня? К сожалению, самое сложное в процессе выздоровления после отношений с мучителем – это заниженная самооценка, на которой он взращивал твое тотальное чувство вины. Жертва настолько привыкла винить себя во всем, что в какой-то момент начинает искренне верить в то, что сама виновата в появлении этого принца в своей жизни. Я в этом виновата? Запомни, ты не виновата. Их жертвы – это всегда успешные, умные, уверенные, красивые женщины. Обвинять себя сродни тому, что думать: меня ограбили, потому что у меня есть деньги. Деньги – это твоя внешность и сексуальность, харизматичность и интеллект, финансовое положение и влияние, твоя популярность и публичность. А вот какие деньги у тебя есть и почему привлекли игрока – вопрос индивидуальный. Поэтому повторюсь, ты не виновата в том, что наличие денег привлекло игрока. Но буду честна до конца, ты виновата в том, что не дала ему под зад при первых признаках. Есть только 3 причины, почему ты этого не сделала. Первое. Преступный оптимизм. Мы наивно полагаем, что нас это не коснется. Глобальная ошибка общества. Все делают вид, что проблемы пикапа и манипуляции их не касаются. Словно все то, о чем я пишу, происходит где-то на другой планете. Люди, оглянитесь. Это происходит с кем-то рядом, на ваших глазах, постоянно. Как со мной вчера. Иду в супермаркет, думаю о следующей статье. И слышу крик с балкона соседнего дома: «Бабушка!» Он кричит девушке, и она уже на старте подняться к нему и рассказать все, что о нем думает. В мире, где господствует интернет, манипуляция стала реальностью. И к ее использованию в отношении себя пора начать относиться как к ограблению. Почему, когда мошенник, применив эриксоновский гипноз, забирает у жертвы кошелек, на него можно написать заявление в полицию, а когда манипулятор использует тот же метод – нет? Манипулятор получает бесплатный труд, влияние, финансовый ресурс, популярность и многое другое. И в том и в другом случае жертва отдала свой ресурс сама. Почему цыганок мы опасаемся, а манипуляторов нет? Почему в детстве нас пугают мошенниками, а манипуляторами никогда? Когда-то ты приняла появление интернета. Теперь придется принять, что техниками манипуляции владеют многие люди. И с каждый день их становится больше и больше. Вторая причина – это отсутствие понимания масштабности проблемы. Мы думаем, он изменится, и даем ему шансы. Из-за преступного оптимизма мы ошибочно полагаем, что манипуляция – это детская игра, которой игрок управляет. Из-за собственного невежества, отсутствия знаний нам кажется, что это безопасно. И еще страшнее, когда ищем причины в себе, потому что учителя позитивного мышления учат: изменишься ты, изменится он, нужно прощать. Поэтому, когда я где-то слышу: это ты виновата в том, что он к тебе так относится, мне хочется кричать на весь мир: закройте рот этому учителю скотчем. Он добивает психику жертвы, которая и без этого горе-учителя уничтожена. Как можно не понять очевидных вещей? Если меня не устраивает человек, я пройду мимо и не стану его уничтожать, мучить и равнять. А если манипулятор это делает, значит, ему это приносит удовольствие. Ему нравится мучить других, он получает от этого кайф. Кайф такого уровня, что даже готов ходить на семинары и тренинги и практиковать изученное на живых людях. И то, что они чувствуют и думают, при этом ему наплевать. Да, он циничный манипулятор, который получает моральное удовлетворение от боли других. У него отсутствует эмпатия, потому что если бы она была, он бы так не поступил. Когда ты находишься в конструктивных отношениях с человеком со здоровой психикой, твое изменение сработает, но с манипулятором, игроком, пикапером – никогда. Третья причина – размытое понятие об отношениях, неэффективная система ценностей, страхи и деструктивные программы, живущие в подсознании. С этим тебе придется поработать.
чтобы в следующий раз при встрече с подобным принцем дать ему под зад еще на первом этапе. Поэтому запомни, что жертвой манипулятора, пикапера, игрока становится обладательница следующих качеств. Сильная, успешная, жизнерадостная, оптимистичная, щедрая, самокритичная, уважающая мнение других и не склонная к лжи и цинизму. Так как приведенные характеристики в обществе приняты за норму, то жертвой может стать большинство. Жертва – это ситуационное понятие, а не психологическая характеристика личности. Жертвой манипулятора не может быть только открытый тиран или такой же манипулятор. Поэтому напоследок есть хорошая новость. Если ты жертва, значит точно не манипулятор. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.